Уровни. Самая простая техника, как их построить. Вам реально дико повезло, вы сегодня нашли просто идеальное видео, потому что если вы сегодня не поймете, как строить уровни, ну туда, я не знаю, тогда нужно завязывать реально с торговлей, потому что это 100% тогда не ваше. Потому что, ну уж, как вот сегодня, это самая простая техника, которую вы можете вообще, в принципе, встретить. Проще нее, ну вообще, я ни разу не встречал. Это самая простая, но тем не менее, не менее эффективная техника. Итак, первое, что вам необходимо, это найти самую крупную сформированную волну. Второе, что вам необходимо, выделить верх и низ этой крупной волны. Это и будет уровнем. Вот и вся техника. Очень просто. Давайте мы сейчас откроем график. Ну вот под руку попался график фьючерса на нефть. Совершенно случайно. Ну, конечно, не случайно, но тем не менее. Итак, находим самую крупную волну. Вот она, самая крупная волна. Вот самая крупная волна. Верх и низ этой крупной волны и будет уровнем. Здесь важно есть замечание. Волна должна быть реально большая. То есть вы должны на нее посмотреть и посмотреть в историю и сказать, да, вот это вот большая волна. Вот обратите внимание, вот большая волна, вот большая волна. Это все большие волны. А вот есть маленькие волны. Да, вот здесь вот маленькая волна, вот маленькая волна, вот маленькая волна. По ним тоже можно выстраивать уровни, но нежелательно, конечно. Лучше делать самую большую волну. Это будет правильно. И также самая большая волна должна быть как можно ближе к текущему моменту. Вот мы нашли самую большую волну. Эта волна должна быть сформирована. Верх и низ этой волны и будет тем самым пресловутым уровнем. В дальнейшем эти уровни мы с вами немножечко здесь поторгуем на тестере. У меня, кстати, есть на канале плейлист с моими сделками, где я торгую точно такие же уровни, но на реальном счете, а сегодня я вам покажу немножечко на тестере. Но прежде чем мы все это сделаем, прежде чем мы начнем торговать, почему же вообще, черт возьми, работают уровни, почему они появляются? Дело в том, что уровни работают. Я тому живое подтверждение мои студенты, десятки тысяч я загнул, но сотни студентов точно являются живым подтверждением, что уровни работают. У меня есть на канале мой торговый отчет, где я показывал успешность, так сказать, своей торговли не за один год. Каждый может в этом убедиться, и я использую только исключительно, грубо говоря, уровни, они работают. Я еще раз говорю, живое подтверждение. Работают эти уровни у меня, работают у студентов, я думаю, что у вас тоже будут работать. Но почему же они работают? На самом деле ответ очень простой, но вам, наверное, как начинающим будет сложно понять, но вы попытаетесь понять. Итак, существуют две теории, почему вообще в целом формируются уровни. Первая теория – это теория крупных денег. То есть на рынках существуют крупные участники рынка, у которых очень большая позиция. Предположим, есть какая-нибудь цена, она растет либо падает, и вот она доходит до какой-то точки. Здесь в рынках появляется мощный продавец, и он выставляет свою большую здесь заявку на продажу. Естественно, в рынке нет такого количества покупателей, чтобы сразу эту заявку поглотить. Поскольку этот крупный продавец выкупает всех желающих, которые заходят здесь в покупку, естественно, рынок разворачивается вниз. Что происходит сразу после этого? Сразу после этого те, кто находится вот здесь в покупках, вот здесь в покупках, начинают резко из этих покупок выходить. Чтобы выйти из покупки, нужно продать, вследствие чего цена вниз как раз таки и идет. Она движется вниз до той поры, пока цена не покажется приемлемой для покупателей. Пока, грубо говоря, покупатели не скажут: батюшки, да вот здесь вот дешево, будем здесь покупать. Надеюсь, я не сложно, не запутал тебя, да, но тем не менее. Так вот, если это крупная позиция крупного участника рынка, предположим, у него, например, 12 миллионов. Естественно, эту мощную позицию вполне вероятно он не может сразу распродать, да, и не может сразу реализовать. У него что-то остается в рынке. То есть, грубо говоря, было первое касание. Из этих 12 миллионов, предположим, он исполнил только 6. То есть, половина его позиции находится теперь в рынках. Когда рынок цена вновь подходит к этой точке, что происходит? У него до сих пор висит большая позиция. Естественно, рынок точно так же будет реагировать на эту большую позицию точно таким же падением. Плюс здесь будут уже подключаться реагирующие трейдеры, то есть участники рынка, которые видели, что в прошлом цена отпрыгнула вниз, и следовательно будут это трактовать в свою сторону, то есть будут это как-то отторговывать. И здесь мы переходим
К второй теории, почему работают уровни. Уровни работают как самосбывающееся пророчество. Мы сейчас находимся, понятное дело, в информационном веке. У каждого из вас есть интернет, и я 100% уверен, что вы уже слышали, что такое уровни. То есть я не первый, кто вам вообще в принципе об уровнях рассказывает. А если я все-таки ваш первый, и вы впервые услышите об уровнях, вам дико повезло на самом деле, но тем не менее я более чем уверен, что вы видели графики какие-нибудь, и на этих графиках уже стояли у кого-то уровни. То есть вполне мы находимся в такое время, что все понимают, что есть на рынках уровни, и они работают. И естественно, если участники рынка видят, что в прошлом рынок сформировал, грубо говоря, уровень, то есть развернулся, что они будут ожидать в будущем? Они будут ожидать, что рынок точно так же вновь подойдет к этому уровню и точно так же будет валиться вниз. Следовательно, это вызовет желание у участников рынка либо вот здесь фиксировать свои покупки, например, кто-то здесь покупал, они будут выходить из своей покупки, либо люди будут заходить в так называемые короткие продажи, то есть начнут продавать, вследствие чего, опять-таки, капиталы здесь будут поворачиваться в сторону продажи. У нас и происходит последующий разворот. И здесь точно так же, как и в прошлом примере. Вот здесь начинают подключаться уже, соответственно, продавцы, то есть участники рынка, которые зависли в покупках, начинают массово выходить из своих покупок, то есть продавать, и цена валится вниз. Как вы понимаете, и первая теория, и вторая теория. Трейдеры между собой обычно ругаются, кто вот на рынке действительно влияет, крупные участники, либо толпа. Абсолютно одно и то же. Только в одном случае крупные капиталы сформированы одним участником рынка, они сформированы на продажу. Во втором случае крупные капиталы сформированы массово, да, большим количеством участников рынка, они тоже сформированы на продажу. То есть по большому счету нам и разницы нет, кто там на самом деле. Крупный игрок, не крупный игрок, какая нахер разница, если здесь есть крупные капиталы, они направлены в продажу. Нам этого более чем достаточно для того, чтобы зарабатывать. Хорошо. Какие существуют закономерности? Вот вы поставили уровни. И вы их можете, в принципе, по большому счету торговать. Но существует ряд небольших закономерностей, которые вы просто обязаны знать, если вы хотите торговать уровни. Во-первых, следите за тем, как рынок подходит к уровню. Это, черт возьми, очень важно. Если рынок подходит очень резко к уровню, скорее всего, не пробьет. Что я под этим подразумеваю? Предположим, вы поставили какой-нибудь уровень. И этот уровень идет откуда-то из истории. И вы видите, что рынок вновь подходит к этому уровню, а после этого начинает резко вот так вот ускоряться к этому уровню. Вот здесь начинающие всегда думают, что сейчас будет пробой, цена пойдет еще дальше, выше, но обычно происходит все не так. Обычно даже если происходит небольшой пробой, рынок резко разворачивается в обратную сторону. Происходит вот такая ситуация. Вот такая закономерность. Очень часто она мной торгуется. На реальные деньги, на реальном счете. Опять-таки на моем канале есть множество сделок, где примерно похожая логика. Есть уровень, рынок подходит к уровню, начинает ускоряться, начинает точно так же валиться вниз. Здесь появляется вот это, я его называю колено, и на этом колене мы можем искать сделку на продажу. Это первая закономерность. Не знаю, стоит ли вообще в целом говорить про механику. Но здесь механика кроется в том, что вот этот вот импульс, последний толчок, он сформирован как раз таки выходами со стороны крупных капиталов. И поэтому крупных капиталов в рынке толком не остается для того, чтобы дальше выкупать вот этих вот продавца большого или продавцов, которые здесь находятся. То есть они, грубо говоря, иссякают. Вследствие чего цена и разворачивается под вот этим вот, грубо говоря, весом этих продавцов, либо продавца. Опять-таки все зависит от ситуации. Вторая закономерность. Если в рынке появляется много объемов, а цена сжимается, тоже, скорее всего, не пробьет. Что я подразумеваю? Рынок у нас подходит к уровню, подходит к уровню, и здесь начинает сжиматься. То есть, если у нас раньше, например, давай я нарисую все-таки свечи, чтобы было понимание. У нас было такое, например, движение, а потом рынок подходит к этому уровню, и свечи начинают сжиматься. Становится все мельче, 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 мельче и мельче, и все это сопровождается объемами. То есть рынок подходит к уровню, и объемы начинают расти. 100%, но 70%, наверное, то, что рынок не пробьет этот уровень, и что, скорее всего, он сделает откат. Как раз таки, это идеально, если вы увидели подобное, это идеально указывает на то, что все-таки здесь есть очень мощный, в моем случае, продавец, либо покупатель, если случай зеркальный.
здесь стоит очень мощный продавец, и как раз таки вот это вот сжатие рынка указывает на то, что сейчас всех, кто заходит в покупку, все, кто покупает, начинают поглощать. На моем канале есть бесплатный вебинар, я оставлю ссылку, называется «Механика рынка. Типы ордеров». Если вы его посмотрите, а я бы очень хотел, чтобы вы его все-таки посмотрели, вы будете понимать, почему именно так работает, почему свечи должны сжиматься, почему, о чем вообще это говорит. Это говорит о том, что в рынках вот этот вот весь спрос, он поглощается определенными ордерами. Посмотрите этот вебинар, будете понимать. Но чтобы это видео сильно не затягивать, давайте обойдемся тем, что здесь есть мощный продавец, который выкупил всех покупателей. И свечи об этом свидетельствуют, поэтому они становятся мельче. Посмотрите механику рынка, будете понимать, почему конкретно так происходит. Следующая закономерность. Я надеюсь, вы эти закономерности хотя бы скриншотите, что ли, или хотя бы выписывайте, чтобы запомнить, потому что эти важные закономерности вообще, в целом, вам скажу по секрету, люди их продают. Я вам сегодня говорю это бесплатно, но люди обычно на эту тему записывают видеокурсы, грубо говоря, просят за это деньги, потому что эти закономерности, они реально работают. Я когда только начинал заниматься 15 лет назад, я платил за это, и то есть мне приходилось платить, чтобы это узнать. До чего-то я, конечно, сам дошел, а потом тоже встретил, что кто-то тоже до этого дошел, но это так обычно, в общем-то, и бывает. А вам сегодня все это достается на блюдечке, поэтому хотя бы сделайте скриншоты. Хотя бы сделайте там на телефон, хотя бы сделайте фотографии. Третья закономерность. Если происходит затухание рынка, скорее всего, не пробьет. Под затуханием я подразумеваю плавное движение. То есть, здесь рынок начинает менять угол атаки. Если вот эта волна, например, да, вот эта волна, она была вот такая мощная, потом происходит менее мощная, меньше, и рынок начинает затухать, рынок начинает наклоняться. Естественно, если рынок подходит к этому времени к уровню, то, скорее всего, он его не пробьет. Затухание указывает на то, что здесь желающих покупать по таким ценам становится все меньше. Ну вот я записываю это видео, и я сегодня как раз таки писал одному средству массовой информации комментарий на тему цен на недвижимость. И к моменту записи цены на недвижимость падают уже 8 месяцев подряд. Почему они падают? Да потому что загнали цену, потому что цена очень большая, и желающих покупать по такой огромной цене становится все меньше. Как это проявляется? Это проявляется по количеству сделок, которых тоже становится все меньше. А теперь предположим, что это не цены на недвижимость, а, например, акции какие-нибудь. И мы видим, что цена становится, каждый раз покупатели захватывают все меньше цен. То есть желающих покупать становится все меньше. И естественно, если у нас здесь есть мощный продавец, с каких тогда капиталов мы его поглотим? Ну, конечно же, никакого движения дальше не будет. Следующая закономерность. Чаще всего рынок откатывает от уровня. Если вы правильно поставили уровень, чаще всего будет не пробой, чаще всего будет небольшой откат. Он может быть большим, он может перерасти в разворот, но не всегда он перерастает в разворот. Однако чаще всего происходит небольшой откат. Он пусть будет маленький, но он бывает. Он бывает все равно. Даже если рынок пробивает этот уровень, иногда сейчас рынки волатильные, они двигаются очень быстро, иногда рынок пробивает этот уровень, он все равно делает небольшой откат. Поэтому, если вы видите такую ситуацию, рынок подходит к уровню, не старайтесь бежать впереди паровоза и покупать вот здесь, потому что вы объективно покупаете очень дорого. Это очень частая ошибка начинающих, это вот прям очень частая ошибка, поэтому я про нее и говорю. Дождитесь отката. Если вы хотите зайти в пробой уровня, дальше хотите купить, подождите, пожалуйста, пока рынок пробьет этот уровень. После этого сделайте откат, и вот здесь уже тогда ищите точку входа на покупку. До этого ни вот здесь покупать не надо, потому что вы объективно покупаете дорого. Помним главный принцип. Покупаем подешевле, продаем подороже. Как же мы все-таки торгуем уровнем? Очень просто. Вот у нас есть уровень. Мы его поставили. Как мы будем его торговать? Первая тактика торговли. Мы видим, что резко происходит ускорение, пробой этого уровня. Ждем движения вниз. Ждем отката к этому уровню с обратной стороны. Плюс-минус, да. Откат может быть сюда, а может быть вот сюда. Он примерно плюс-минус в область уровня.
Здесь мы ждем небольшого движения вниз и заходим здесь в продажу. Стоп-приказ выставляем за это колено. Take Profit обычно рынок доходит до основания этой волны. Но здесь все зависит, конечно, от ситуации. Чаще всего сюда доходит, но иногда может пойти еще ниже. Либо остановиться где-то вот здесь. В большую часть случаев дойдет, конечно, до середины. В меньшую часть дойдет до основания. Еще в меньшую пробьет. Хорошо. Следующее, если ты видишь перед рынком затухание, здесь ты можешь дождаться движения вниз, подождать, пока будет пробит последний, в нашем случае небольшой, это называется локальный минимум, дождаться небольшого отката с обратной стороны и точно так же здесь продать. Стоп-приказ выставляешь за самый крупный ближайший максимум. Take Profit смотришь по ситуации. Обычно опять-таки доходит до середины вот этой уже волны. Ну а самое крутое, это если рынок подходит к уровню, начинает здесь снижаться волатильность у свечей, то есть свечи становятся меньше. Здесь ждешь импульсного движения вниз. После этого заходишь вот здесь на продажу, стоп-приказ выставляешь за вот эти небольшие свечи, Take Profit смотришь по ситуации. Опять-таки, может дойти до сюда, может дойти до 50%. Обычно доходит до середины. Как торговать в пробой уровня? Рынок начинает расти, пробивает уровень, делает откат. Здесь ожидаем движения наверх, тогда заходим в покупку. Это самый основной способ торговли в пробой. Иногда бывает откат, конечно, выше. Например, вот сюда он бывает. Все зависит от инструмента. Если это криптовалюта, например, четкого такого отката в уровень обычно вы не дождетесь. Обычно рынок на криптовалюте именно, он делает откат где-то вот сюда вот, то есть на верхушке. Важно, чтобы ты дождался этого отката. Он может и сюда быть, и сюда быть. Важно дождаться его. Не нужно бежать впереди паровоза. Не нужно покупать, еще раз говорю, не нужно покупать. Вот здесь не покупайте в пробой. Подождите отката, на откате самое выгодное место купить. Стоп выставляете за этот откат. Take Profit может служить величина вот этой волны. Например, вот эта волна крайняя была 100 пунктов. А читайте еще эти 100 пунктов, и здесь, скорее всего, рынок будет разворачиваться. Ну, либо ищи ближайший крупный уровень. Хорошо. Торгуем. Напомню, торгуем мы это сейчас на тестере. Если тебя интересуют мои живые сделки, то есть что я реально торгую на бирже, на реальном счете, пожалуйста, на моем канале есть отдельное видео. Но нам для простоты проще это показать тебе вот, грубо говоря, на тестере, чтобы ты сейчас посмотрел идеальные примеры и чтобы ты мог на это ориентироваться. Потому что все-таки это видео, это не проверка меня как трейдера, это именно в первую очередь показать вам рабочие схемы, как это работает. Вот мы здесь видим появление того, о чем я говорил. Вот у нас появляются свечи, происходит сжатие диапазона, то есть свечи становятся все меньше, меньше, меньше и меньше. Если раньше покупатели делали вот такое большое движение такими большими свечами, то при подходе к этому уровню свечи становятся все мельче, мельче, мельче и мельче. И вот они доходят практически уже до такого диапазона. Все это указывает на то, что здесь находится очень мощный продавец, либо продавцы, которые выставили свою заявку. Причем прошу обратить внимание, все это сопровождается повышенными объемами. Объемы могут быть не сильно большими по сравнению с предыдущими. Например, вот здесь вот были большие прям объемы. Но объемы должны увеличиваться. Здесь мы объективно видим рост. Вот объемы у нас начинают расти при подходе к этому уровню. Здесь мы уже, в принципе, можем заходить в продажу, либо можем дождаться резкого движения вниз и тогда зайти в продажу. Здесь уже смотрите сами. Я стараюсь, когда я торгую, я стараюсь все-таки найти вот такое большое какое-то движение и уже прям на нем захожу в продажу. То есть, грубо говоря, если бы я в онлайне следил, я бы где-то вот здесь, на вот этой свече, уже бы залетел в продажу. Потому что для меня показатель как раз таки то, что в рынках у нас были покупатели, они покупали, рынок у нас рост, мы дошли до уровня, и у нас формируется вообще вот такая свеча. Это я называю свеча отказа, мой любимый. Называйте паттерн, называйте свеча как угодно. Очень маленькое тело свечи с огромным хвостом. Ведь что это означает? Это означает, что весь этот час мы торгуем. Кстати, все эти принципы, про которые я говорю, они работают на любом таймфрейме. В нашем случае мы торгуем час. Что за час цена шла наверх,
шла, то есть покупатели доминировали, были мощные, потом что-то произошло, а мы знаем, что произошло, здесь стали подключаться капиталы на продажу, и рынок резко упал вниз. Это говорит о том, что покупатели не смогли вот там вот наверху задержаться, не смогли там закрепиться, ну и вследствие чего у нас происходит последующий разворот. Давайте здесь зайдем в продажу, и где мы будем выходить? Мы можем выйти на середине вот этой волны, либо дойти до ее основания. Еще раз говорю, с большей вероятностью доходит до середины волны, с меньшей вероятностью доходит до основания. Я предлагаю поставить здесь коррекцию Фибоначчи и ориентироваться четко на вот этот минимум. Обратите внимание, кстати, как рынок здесь этот минимум формировал. И вот здесь мы можем уже смело выходить. Вот наш выход, то есть мы дошли до этой цели. По практике могу сказать, если бы я это торговал в реале, я бы вышел вот здесь, либо вышел вот здесь вот, вышел немножечко пораньше. Но можно выходить и вот здесь. То есть, я к чему говорю, не старайтесь вот четко соответствовать, то есть дошли до 50%, вот там я буду только выходить и так далее. Смотрите всегда за рынком. Если вы видите, что рынок топчется возле 50%, очень близко к этому, и вы видите, что он начинает опять делать то же самое, то есть свечи становятся маленькими, с последующей расторговкой наверх выходите. Не ждите, что рынок дойдет четко до 50, потому что об этом сказал Артем Звездин. Не ждите этого, значит, скорее всего, здесь появился какой-то покупатель. Он может быть мощный, а может быть не мощный. Всякое на рынке может быть. Может быть, здесь стал потом формироваться, например, вот такой треугольник, если бы здесь появился, например, мощный покупатель. Вы заранее этого не знаете, где появится покупатель и продавец. Поэтому не ждите, просто выходите. Но поскольку я говорю вам такой пример, да, поэтому мы здесь, соответственно, это и торгуем так, как в принципе предполагаем, что это нужно делать правильно. Но правильного, понятное дело, будет очень мало. Хорошо, давайте делать итоги. Первое, как построить уровень. Поставь уровень. Чтобы построить уровень, найди самую большую крупную волну, верх и низ этой волны, и будет уровнем. Второе, смотри за характером движения. Помним, что если происходит замедление, если происходит ускорение, если происходит снижение волатильности, все это указывает на мощного продавца, и скорее всего рынок будет не пробит. Если рынок все-таки пробивает уровень, ждем отката с обратной стороны, заходим на откате. В пробой заходи после пробоя на откате, но если цена не затухла и не ускорялась, это важный момент. Если цена ускорялась до этого, либо затухала и произошел пробой, не заходи, даже если будет откат. И не забывай выставлять стопы. Стопы, хошь не хошь, они все равно будут. По-любому, как бы вы ни торговали, какой бы метод анализа ни использовали, они будут и будут достаточно часто, смиритесь с этим. Главное, чтобы у вас положительных сделок и по соотношению риска к прибыли было больше, то есть чтобы вы зарабатывали больше, чем теряли. Ну и стопов было поменьше, но они все равно будут, вы ничего с этим не поделаете. Что я тебе еще порекомендую, так это не стартовать самостоятельно. Я тебе порекомендую пройти мое обучение от и до. Ты получишь выжимку из моей 15-летней практики. Ты узнаешь все, то есть ты, по сути дела, получишь рабочий организм, рабочую лошадку, с помощью которой ты сможешь зарабатывать в суровое время. Ты, во-первых, научишься читать графики на основе спроса и предложения. Будешь понимать, как рынок растет либо падает, за счет чего он растет либо падает. Вот я сегодня рассказывал только про крупного игрока, а ты знаешь, что существует огромная масса ситуаций, где может проявить себя тот же самый крупный игрок. Как он разводит на стопы, как он собирает ликвидность. Все это я передал в своем обучении. Второе, ты составишь свою торговую систему. В-третьих, ты будешь понимать, как конкретно торговать, даже если ты, например, провалишься, не будет у тебя ничего получаться, я тебе дам методы, с помощью которых ты не потеряешь много денег. Ты будешь топтаться около нуля, чуть-чуть заработал, чуть-чуть потерял. Это самый плохой сценарий. Но мы будем ориентироваться, что ты, конечно, будешь делать все правильно и будешь на этом зарабатывать. В существующих условиях тебе не нужен большой, огромный капитал, чтобы торговать. Тебе не нужно ехать и регистрировать какую-нибудь фирму на Панамах для того, чтобы открывать сделки. Тебе не нужно, соответственно, нарушать закон. Все полностью легально. И это единственная возможность для нас, для русских людей, для россиян, которую нам, к сожалению, оставили и западные партнеры, и также наше правительство. Но это единственный социальный лифт, который у нас остался. Если раньше я на этом канале говорил, ребята, что-то одно, бизнес или трейдинг, то есть можете выбрать,
то сейчас я говорю только трейдинг, только биржа. Других вариантов у нас попросту нет. Можете попробовать бизнес, но сами понимаете, такое. Доходы будут у нас падать, и поэтому я не знаю, как вы собрались зарабатывать, если не трейдинг в существующих условиях. То есть у меня на это ответа банально нет. Я вам в этом помогу разобраться, я вам помогу в это войти, помогу в этом разобраться и не утонуть в пучине рынка. Я помогу вам зарабатывать на этом рынке и понимать, что происходит. Ссылка на все находится в описании. Мы работаем полностью в белую, не какие-то там скамеры. Работаем уже 8 лет. У нас есть лицензия на образование, все полностью в легальную. Получаете официальный чек об оплате. Обучение у нас представлено аудиовизуальными материалами. То есть вы получаете логин и пароль от нашей образовательной платформы. Вот она, на котором находятся видеолекции и также текстовые лекции, то есть краткая выжимка того, что есть в видео, чтобы вам конспект не писать. Плюс лекции для вашего удобства есть в ускорении на 50% и на 100%, чтобы не тратить ваше время. У вас не будет никаких лимитов на изучение, мы таким бредом не занимаемся, никаких количества просмотров, то есть вы можете изучать столько, сколько вам нужно, просматривать столько, сколько вам нужно. У нас в основном все люди рабочие, которые смотрят, приходят после работы, посмотрели пару часиков там перед сном, сделали домашнее задание, подкрепили, куратор проверил, все сделали правильно. Если правильно все делаете, правильно осваиваете, соответственно, материал, начинаете зарабатывать. Я вам это обещаю. Ссылка на все находится в описании. Зарабатывайте счастливо.